Одежда влияет на продуктивность? Серьезно? Это лайфхак какой-то? Да, сегодня в футболке я сделала за 2 часа ровно ничего. А вчера была в рубашке и в строгом костюме и закрыла 3 крупные задачи. Это совпадение? Нифига. Это называется enclosed cognition. И я вам покажу исследование, где ученые доказали, ваша одежда переписывает работу мозга. Через 20 минут вы будете знать, что надеть, чтобы думать быстрее, фокусироваться дольше или быть креативным, не чувствовать себя импостером, откладывателем многих вещей. Что же может меня простимулировать для работы мозга? Что такое enclosed cognition? Основное исследование звучит так. В 2012 году психологи Хеджер Адам и Адам Галинский ввели этот термин enclosed cognition как систематическое влияние одежды на психологические процессы носителя этой одежды. Должно быть наоборот, но нет. Их эксперимент следующий. Участники, надевшие белый лабораторный халат, показали в 2 раза меньше ошибок в тесте на внимание Stroop Task по сравнению с теми, кто работал в обычной casual одежде, ежедневной одежде. Факт. Эффект исчезал, если халат до одевания называли халатом художника. То есть эффект врача не срабатывает, если это не одежда врача для вас. У вас нет символического значения этой одежды. Если я надену халат и буду чувствовать себя ученой, мозг сам поверит, что я более собранная, что я умная. Если я надену его и подумаю, я в белой красивой пижаме, эффекта не будет. Одежда – это не магия, это триггер для моего самовосприятия. Я буду себя вести в одежде такой соответственным образом. Что же получается? Формальная одежда тоже влияет на нас? Конечно. И свободная одежда, и формальная. Формальная одежда – это абстрактное мышление, а свободная одежда – это предметное мышление. Ключевое исследование. Майкл Слепиан и его команда в серии из 5 экспериментов показали, формальная одежда усиливает абстрактное когнитивное процессирование. Что это такое? Планирование, более глобальные задачи. Студенты в формальной одежде, как на собеседовании, проходили тест и поняли, что те, кто пришел в формальной одежде, демонстрировали более высокий уровень идентификации действий, то есть видели задачу в целом, в большем масштабе, а не в мелких деталях. А в тесте на глобальное и локальное восприятие участники в форме в 1,8 раза чаще распознавали большие крупные буквы, игнорируя мелкие детали. Это признак стратегического, а не тактического мышления. То есть практический вывод. Если нужно запланировать глобальную вещь, стратегию, написать концепцию, написать план работы, думать о масштабе, нужно надеть рубашку или пиджак, или и то, и другое. А если нужно вникать в детали, код, таблицы, монтаж, вычетка текста, это casual одежда, свободного кроя и мягкая по текстуре, так как она снижает и социальную дистанцию, и усиливает конкретное мышление. То есть, если я сяду в кожаном пиджаке писать сценарий, мозг будет думать глобально. А если я в мягкой, удобной футболке свободного кроя сяду за тот же самый сценарий, я уйду в детали. Я планирую в пиджаке, в майке, редактирую. И таким образом это работает идеальнее, чем раньше. Цвета как нейростимуляторы? Серьезно? Включить мозг при помощи желтой или красной футболки? Да, исследования Нас Кая и Хелен Эдс еще 20 лет назад говорят следующее. Влияют на химическом уровне на выработку гормонов и нейромедиаторов цвета, и в том числе цвета одежды. Понятное дело, синий и зеленый вызывают чувство спокойствия,
снижают кортизол, повышают концентрацию. Желтый стимулирует выработку серотонина, повышает энергию, в принципе, креативность. Исследования показывают, люди в желтом одеваются в дни, когда нужен творческий подъем, и они себя самостимулируют таким образом. Красный увеличивает частоту сердцебиения, физиологическую возбудимость, то коррелирует с бдительностью. Но в больших дозах он может вызывать тревогу. Осторожно! Черный и серый ассоциируются с негативными эмоциями. Они снижают энергию и направляют энергию в порядок. Поэтому обрати внимание, когда проходишь мимо монастыря, все монашки там в черном. Environmental psychology или кратковременное воздействие зеленого цвета перед задачей повышает креативность, доказано, на 15-20%. Нифига себе! Без таблеточек, без какой-нибудь накачки особенно. Просто зеленый. Я надену сегодня зеленую рубашку перед мозговым штурмом, и мозг будет выдавать идеи чаще. Это так работает? Ага. Красное платье на важную встречу. Я буду более бдительна. И весь день в черном я рискую себя же загнать в прокрастинацию, потому что порядок, но не перегибать палку в том числе. Вспоминая работу на круизных судах, у нас разные отделы имели разный цвет униформы. Я об этом раньше не думала. Навигаторы имеют темно-синий и белый парадный, а уборщики должны быть невидимками, их цвет униформы серый. Моя задача в экскурсионном бюро на борту тоже имела 2 подраздела. Это принять заявку и провести экскурсию. Униформы для каждой задачи были разные. Интересно, как думают заранее за меня и не рассказывают мне об этом. Была бежевой униформа для слушания, продажи и красная яркая для сопровождения больших групп. Но это не только для того, чтобы меня замечали. И я была тоже бдительная. Я не подозревала, что, меняя одежду каждый раз, я меняла даже роль на борту. Много вещей мы делаем неосознанно. Одеваясь на гала-ужин, как серая мышка, мы делаем это осознанно. Главная фишка не только осознанно или неосознанно это ты делаешь. Выбор влияет на тебя же. И ты все равно будешь под этим влиянием. Уж лучше ты будешь выбирать сам. Лучше, чтобы одежда помогала тебе делать задуманное. Представь себе, что и кому ты будешь говорить при встрече. В чем тебя будут лучше слушать. Представил? Ты уже знаешь свой личный look to kill или to hear. Да, быть услышанным. Шпионов этому специально учат. Не просто так. Одежда супергероя создана для того, чтобы почувствовать себя в первую очередь супергероем и потом уже действовать как супергерой. Интересно, а кто в чем сейчас сидит? Напишите мне. Пижама, халат, футболка, рубашка или полный деловой костюм на перерывчике. Мне интересно провести с вами тест на внимание. Назови цвет, а не слово. Именно цвет этого слова. Каким текстом написан? Как часто ты угадал? У кого меньше ошибок? Давай проверим. Результаты в реальном времени ты можешь себе записать на листике, перемотать еще раз, если надо. Давай напиши мне количество ошибок и твой тип одежды. Я практически уверена, что первые ответы по количеству, самые топовые ответы будет «я сижу как минимум одетый». Вот. Кто сидел в рубашке, сделал 10 ошибок. Кто сидел в белой рубашке? А ну, признавайтесь, какие у вас результаты. А кто сидит в халате в формате «я дома», расслабленный, у него не включена кнопка внимания?
Давайте. Пишите свои комментарии, мне очень интересно. Мифы или что не работает? Любая формальная рабочая одежда работает. Не факт. Эффект исчезает, если одежда для тебя лично не имеет никакого символического значения. Если вы ненавидите костюмы, они будут снижать вашу эффективность. Продуктивность у нас главный критерий того, для чего мы делаем это или другое. Цвета работают одинаково для всех? Нет, это миф. Культурные и личные ассоциации важнее универсальных. Для кого-то коричневый красивый и стильный, для кого-то цвет говна. Желтый цвет болезни. Тогда для тебя он не даст никакой энергии. Миф номер 3. Одежда заменяет сон и кофе. Конечно, нет. Эффект умеренный, 10-30%, но стабильный. Это не волшебство, а инструмент. То есть, если я вчера не спала, а сегодня надела пиджак с карманами синего цвета, я не стану суперменом. Это значит, что я, может быть, буду на 20% меньше тупить. Это уже неплохо, правда? Какой цвет вы ассоциируете с продуктивностью? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Продуктивность для вас – это синий, зеленый, желтый, красный. Какой цвет твоей продуктивности на работе? Если у тебя, например, счастливые трусы, носки или туфли, это тоже символично. Мне очень интересно, если у тебя любимая счастливая одежда. Представьте себя в идеальной рабочей одежде. Как вы себя в ней ощущаете? Вы сидите в строгом костюме, с заглаженными складочками, в белой рубашке, хрустящей. Может быть, у вас есть реальная рабочая униформа или студенческий обязательный дресс-код? Проведите мысленной рукой по ткани. Представьте ее цвет и структуру. Вот вы в ней. Вернитесь к своим ощущениям. Что лично вам дает этот дресс-код? Я проводила эксперимент со своими коллегами. Некоторые чувствовали себя более уверенно в длинной юбке, некоторые чувствовали себя взрослым в рубашке, кто-то свободным в футболке. Кому-то больше везет в любимых носках, а кто-то не может связать двух слов, если на нем нет ярко-красной помады. Главное, чтобы это было ваше чувство, а не навязанное. Какая лично твоя идеальная одежда для этой задачи, которая стоит перед тобой прямо сейчас? Расскажи мне. Итак, давай попробуем протокол. 3 вещи на завтра. Вечером собери одежду для завтрашней главной задачи. Не для дня, а для конкретной активности. И повесь ее на видное место. На стул, на дверь. Утром надень ее как ритуал. Не думая, не оценивая, просто как униформу. Почему это работает? Предварительный выбор, который снижает когнитивную нагрузку утром. Визуальный якорь. Он активирует ожидание и подготовит мозг к задаче. Это как кнопка пуска на твоей голове. Утренний ритуал запускает дофаминовый цикл. Я начинаю. Пуф! Я делаю это каждый день. Если завтра съемка, вечером я кладу на стул свою одежду в стиле Джули. И в стиле Джули совершенно не такая, как я в жизни. Это другой человек. А если я сяду писать в видео в свободном свитере, и мозг будет в другом режиме, я буду более спокойна. Я не говорю так в обычной жизни. У меня есть подруга, которая работает онлайн из дома каждый день много лет. И она делает разграничение, она садится за стол рабочий только в костюме, хотя никогда не участвует в видеозвонках. Она просто заметила, так можно разграничить работу и отдых, прийти домой, просто снова сняв пиджак.
У нее вопрос не в концентрации, а в том, что она не могла расслабиться и отпустить рабочие задачи, хотя рабочие часы уже давно закончили. Тогда смываются границы между работой и домой, чтобы не страдала домашняя обстановка, релакс твой. Такое тоже бывает. Ты одеваешь пиджак, ты одеваешь определенную роль и функцию. Поэтому приди домой и переоденься. Распусти волосы из туго запущенного пучка, и это дает твоему мозгу команду расслабиться, что не менее важно, чем команда сфокусироваться, сконцентрироваться. Кстати, я придерживаюсь того же мнения, что и дочь знаменитого художника, дизайнер и парфюмер Палома Пикассо. Духи – это такой же элемент гардероба, как и костюм. На арома-маркетинге очень многие базируют свои продажи. Почему бы не использовать это в рабочей атмосфере? Но учти, это отдельная тема для сюжета, возможно, следующего, если тебе понравится. В этом месте нужно зафиксировать одну вещь. Это не протокол как одежду как таковую. Если собрать все, о чем мы говорили, одежда – это не внешний элемент, а часть настройки себя и мышления под задачу. Если мозгу нужен четкий сигнал, то он его получит через одежду, он входит в него. Сегодня мы говорили о том, что одежда влияет на мышление и поведение, но в реальности все упирается в конкретный запрос. Как себя чувствовать увереннее на встречах, как быстрее включаться в рабочий режим, как перестать теряться в важных разговорах, как собрать себя в устойчивое состояние. Если вы хотите проработать это со мной, разобрать именно ваш запрос, какие NLP-шные технологии могут стать вашей рабочей формой, я могу помочь индивидуально. Ссылка под видео.